А показывает кинокомпания New Line Cinema. Русская тюрьма вчера и сегодня. Обзор от бывшего зэка. Здорово всем. С вами покорный ваш слуга Миша Выплюшка. Это канал бывшего осужденного. Продолжаем смотреть сегодня серию передач. Русская тюрьма вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Передача «Начало нулевых». Так, это, по-моему, 5-й выпуск. Про высшую меру наказания, опять что-то такое. Вот, ну, вроде как интересно людям заходит передача. Ставим лайки, подписываемся на канал, это несложно, это бесплатно, я договорился с Ютубом, пишем в комментариях, если остались какие-то вопросы. Вот. А Джерика вам привет, он здесь вот тоже ходит, смотрит со мной эту передачу. Также по ссылкам в описании найдете мой ВК, Инстаграм, второй канал, Телеграм, ТикТок, короче, много всякого другого интересного. Вот. Давайте долго вот не будем катать. И погнали. Какая разница, где я нахожусь? Я же расту. Я пока лимонадика прибью. В очередной серии нашего фильма о русской системе наказаний, о русской пенитенциарной системе, мы будем говорить о том, что человечество очень многие века считало своим главным достижением в области наказаний. Еще нужно поискать какой-нибудь другой процесс или действие, над совершенствованием которого люди работали бы с таким тщанием. Вы можете спросить, о чем я? О том, что многие годы было принято Кирюха, называть странным кстати. сокращением ВМН. Высшая мера наказания. Хотя, если вдуматься, чего уж высшего в том, чтобы убить Сегодня человека? про это выпуск. Вернее, было бы говорить крайняя мера. Что там вчера, сегодня? Старинные гравюры подтверждают, к казням наши предки относились весьма творчески, хотя системы особой в высшей мере наказания не было. Человеческая жизнь была коротка, ценилась недорого, смерть людей пугала меньше, чем сейчас, казнить было обычным делом. А как казнить, часто решало местное начальство. Прям И только отдельные виды преступлений влекли за собой строго определенные наказания. Богохульников сжигали. За убийство мужа жен закапывали живьем. Фальшивомонетчикам заливали глотку расплавленным свинцом. За антигосударственные дела и даже мысли рубили головы. Рядовые уголовники удостоились особого внимания только при царе Алексее Михайловиче Тишайшем, папеньке Петра I. Тишайший еще тут совершил преступление, не факт, что тебя просто казнят. Тут еще вот могут нехорошим способом. был жесток. Он узаконил четвертование, когда по очереди отрубали руки, ноги и голову. Жесть. Так казнили Пугачева. Были времена, остались гравюры. Трешак. В конце 20 века смертная казнь в России перестала быть высшей мерой наказания. Кошмары, кошмары, ребята. Страшное дело. Давай сегодня что? Подъем! 6 часов утра. Подъем в колонии номер 5. Сейчас полчаса на личную гигиену. Здесь в умывальную не ходят, здесь все в камерах. Что за зона-то? Опять какой-нибудь? Сова полярная. Этому человеку за 40, и для своего возраста он в очень хорошей форме. Каждое утро он делает вот так, прямо в камере, плотную гимнастику. Я сейчас лично, вот, для себя, для меня, это стараться меньше болеть. Лично, по моему понятию, болеть в тюрьме – это самое плохое дело. Вот здесь Согласен, это первая зона, абсолютно. где за место каких-то там этих благ или прочее. Блин, прикиньте, вот этот чувак, я вот его ставил тоже на превьюшке, есть фотка, где он со звездами стоит, не знаю, здесь покажет или нет. И я почему-то всегда думал, что это с какого-то фильма художественного, а это на самом деле человек. Администрация днем разрешает спать, все же остальное время нельзя, только на табуретке сидишь, как дядя. Поэтому друг будет спать, я тут начну прыгать, что ли. Приходится как-то соблюдать это, как раньше было. Коротать время. Правила советского общежития. Валерий Андреевич Балин, уроженец Западной Сибири, один из тех, на ком в России закончилось время смертной казни. В 91 году его приговорили к расстрелу. Пришли бы, сказали, все, вот конкретно, жди первого этапа, поедешь в исполнительную тюрьму. Но здесь психанул, ночь не поспал, как-то бы настроился, чтобы
как говорится, достойно идти, чтобы тебя не тащили туда, вот как порой тут некоторых показывают, на расстрел там тянут, там, ай, уй, май, вай. А тут хочется вспомнить, как Олега Кошевого, чтобы так вот самому выйти, там, не запугаете. Все. Понимаешь, вот к этому настраиваться, чтобы ноги не подкосились, не обоссаться, не обосраться, сопли не пустить. Что ж ты натворил-то, интересно? Итак, опять Вологодский. Показывайте мне. Ну, вы знаете, уже на тот период времени, это вот 92-й год, появилось достаточно много в прессе различных описаний исполнения приговоров. И, в принципе, уже какое-то сложилось общее представление о самом процессе исполнения приговора. Опишите, как вы его видели. Ну, во-первых, заводят в определенную комнату, где находится в первую очередь начальник тюрьмы, прокурор и врач. Зачитывается документ о том, что вам отказано в помиловании, что в настоящий момент будет приведен приговор в исполнение. Ну и далее там были варианты: или сразу выводят в другую комнату, вот, или же ведут по коридору, и в какой-то из моментов исполнитель подстраивается сзади вместо сопровождающего охранника. Ой, и делает такое? выстрел в затылок. Бля, херово даже стало, ебаный в рот. О, блядь, тяжело, жесть вообще. Хотя, понимаешь, я понимаю, что, скорее всего, там, те, кто заслужили, это все делал, но вот как бы... Я вот когда смотрю, вот знаете, вот я, понимаете, вот вы смотрите, для вас это, конечно, страшно, жутко, но я как человек, который 12 лет отсидел, да, в местах лишения свободы, чем я не гожусь, видео не несет никакой пропаганды, и я как бы... Ну, вот эти ощущения вот, тюрьмы, вот, и неволи, я, конечно, их, ну, я их понимаю, вот, как никто из тех, кто смотрит и не сидел. Вот, и плюс, когда еще, ну, я как бы, я вот пытаюсь, знаете, мне с воображением хорошо, вот, ну, когда вот он это все рассказывает, я представляю это более реалистично, чем человек, допустим, который не сидел. Потому что я там был. Вот, он говорит о тюрьме, как бы, вот, и высшей меры наказания. А вот, блядь, я ж реально что-то внутри, блядь, похеровил. Ну ладно, давай дальше. Конечно, тут словами это не объяснишь. Это нужно, я думал, если каждый человек... Вот знаете, что мне не нравится вот в этой передаче? Они вот из каждой серии повторяются. В каждой серии есть то, что уже, ну, либо люди, либо какая-то история, короче, которая была уже в прошлой серии. Ну, слишком растянули, блядь. Могли сделать не 10, например, серий, я не знаю, сколько их там, 10, 12, не 10 серий, а сделать 6, но более такие емкие, чем вот, ну, вот это вот говно развозюкивать по несколько раз в каждой серии. Бы испытать, сам бы мог на себе это все, тогда бы он мог это понять. А так рассказывать, я думаю, что не каждый человек может это понять. Анатолий. Вы нормально спали, например? Да нет, ну какой сон? Это если каждый звук, каждый шорох, и каждый человек, который сидит в камере смертника, знает, что дверь открывает. Я ж не знаю для чего. Да. Значит, за мной пришли, вот пришли, и все. Ну, стрёмная фигня. Ну, конечно, такое состояние, все время такое вот нервозность такая, как будто вот так вот колотят. Жесть, я прикинь, от каждого шороха вот так вот. Вы не должны ее баловать. Я стараюсь день и ночь устроить ее брак, ее царственное будущее. И рано или поздно она станет царицей. Про ужасы русских казней за границей ходили легенды. Это старый-старый американский фильм про юность Екатерины II. Вот она, еще маленькая девочка, живущая в родительском доме в Германии, слушает ужасные рассказы о России. Дорогая, в России вешатели есть даже среди царей. И некоторые из них обожают своими руками казнить своих жертв. Какая-то жесть, короче. Ну что это? Душегубство, а?
Этот американский фильм, конечно, клюква, но мужик, который машет топором, очень похож на Петра Первого, и не случайно. На Западе у него и была репутация необузданного сатрапа. Петру было 26 лет, когда он устроил массовую казнь в стиле Ивана Грозного в Москве. Казнил публично сотни стрельцов, подозревавшихся в измене. И сам в этом участвовал. Картина Сурикова «Утро стрелецкой казни». Виселица на Красной площади. Сам царь на лошади. Одно добавление. На Красной площади не только вешали, но главным образом рубили головы. Там лобное место это есть, делали да. на Руси и раньше. Но молодой царь, он же реформатор, ему нравится все иностранное, в том числе меч. Вот такой, метровой длины. Им очень удобно бить, даже плаха не нужна. Один удар сзади под основание черепа, и все. Однако Петр идет еще дальше. Он заставляет рубить головы своих товарищей-сподвижников. Те в ужасе, у них дрожат руки, они не могут отрубить голову с одного раза, доставляют дикие мучения своим жертвам. Крик ужаса стоит над Красной площадью. Петр доволен. Впечатление произведено. Но 30 сентября 1698 года это было только начало, цветочки. В этот день казнили 200 человек. В течение следующего месяца пьяный от водки и крови Петр казнит еще 800. В Европе не было государя с таким размахом лично казнившего подданных, даже и без доказательств вины. Трэш-контент. Вот это трэш он мутил. Стримы. Сегодня. Стерильная чистота, свежевыкрашенные стены и полы, игривые занавески на окнах. Меньше всего это похоже на камеру для пожизненных заключенных. Да. Как солдаты по ранжиру стоят банки с бытовой химией. Во всем идеальный порядок. 100 пудов это была, вот насколько я понял, по выпускам вообще, чего только не было про зоны пожизненного режима вот этого, это вот Вологодский пятак была самая черная такая для ПЖ. Деньги присылает почтовым переводом, и мы им уже покупаем краску там. Все вот это, они камеру ремонтируют. Только сами, да? Да. Они только сами. Они другим никому не доверяют. Сами делают для себя и живут. В этом разница между простой колонией и пожизненной. Здесь не сидят сроки, здесь живут. Обыск. Сначала чувствуем себя неуютно, не привыкли смотреть чужие фото, рыться в чужих конфетах, но потом понимаем. Хозяева знают, что их вещи регулярно смотрят. Здесь разрешено 10 книг, 5 тетрадей, 3 тарелки, кружка, ложка, 3 иконы. Все. В блокноте, переведенные с английского, надписи, названия кнопок для игровой приставки. Раньше их разрешали держать, потом запретили. Только телек. Блин, хреново. Для них. Раньше у них наручники были за спиной, руки за спиной в наручниках. Ну, наверное, я знаю, из-за чего, скорее всего, запретили игровые приставки, потому что они, когда проигрываешь, там разжигают ярость в человеке. Они там какой-нибудь Mortal Kombat будут играть вдвоем, два пожизненника, один другому проиграет и в злости, в ярости там его запиздит, короче, по-настоящему, в реале. Я думаю, из-за этого. Потом вот эти влияния Запада разрешают уже расковывать руки. И они не знали, куда бедненькие руки деть. И руки дрожали. И все такое. Ну, в общем, я дала совет, сказала, так положи, зажми пока руки. Бедненькие. Потом привыкнешь. Потому что они же там-то раскованные в камере, а когда вышли и со мной, они просто вот переживали очень сильно вот это состояние дискомфорта. То есть они настолько привыкли быть скованными. То есть у них столько зажимов телесных и психических они там нарабатывают. Знаменитый психолог Валерия Мухина долго работает с пожизненными заключенными и даже написала работу об их мотивации к жизни. 21 век на дворе. Лет 20 назад она вряд ли бы имела такую возможность. Что, реклама? Орбит? Juicy Fruit с Тимуром? Масло рама? Конец 19 века. Еще один исторический персонаж. Всероссийский император Александр II. Царь-освободитель и прочее. Не только его жизнь, но и его смерть имеет прямое отношение к истории высшей меры наказания в России. Смотри полный выпуск весь. Старый-старый художественный фильм приближает нас к событиям, произошедшим 125 лет тому назад. 1 марта 1881 года. Александр II власти четверть века. Он отменил крепостное право, телесные наказания и публичную казнь. Он не знает, что последними, кого в России казнят публично, будут его собственные убийцы. Днем 1-го Александр II едет с военного смотра к себе во дворец. Его ждет молодая жена с маленькими детьми.
Когда карета государя выезжает на набережную Екатерининского канала, стоящий у парапета студент Рысаков бросает под колеса первую бомбу. Хорошо известно, что от первого взрыва император не пострадал. Его, вышедшего из кареты, взорвал вместе с собой второй бомбой террорист Гриневицкий. Ужас. В России бывали перевороты и борьба за власть, но еще ни разу простолюдины не взрывали царя. Это было неслыханно. Император умер через час. Новый государь Александр III суров. Аресты, следствие и суд по делу о цареубийстве занимают всего месяц. Газета публикует отчеты из зала суда, зарисовки с натуры. Главные организаторы и участники должны быть казнены публично, повешены. Это будет последняя публичная казнь в России. Теперь здесь, в Петербурге, стоит театр юного зрителя. Очень символично, потому что на этом огромном пространстве всегда бывали зрелища. В начале 20 века здесь кипел ипподром, а в 19 веке здесь, на Семеновском плацу, казнили политических преступников. Прилюдно. И вот стою я на плацу. Желябов, глава террористов-народовольцев. Его любовница и соратница Перовская. Кибальчич, химик, отвечавший за бомбы. Михайлов и бомбист-студент Рысаков. Вот 5 поднятых 4 апреля 1981 года на эшафот на Семеновском плацу. Газета «Голос», 4 апреля 1881 года. Несметное число зрителей наполняло место казни, толпясь стеной за шпалерами войск. Описание эшафота. Черный, квадратный, 2 аршин высоты, обнесен перилами. 2 столба и перекладины на них изображали букву «П». Позади эшафота находились 5 черных деревянных гробов со стружками в них и парусинными саванами для преступников, приговоренных к смерти. Обратим внимание на одну фразу из этого репортажа о казни. За эшафотом стояли 2 арестантские фургона, в которых были привезены палач и его помощники. Почему палача-то в арестантском фургоне привезли? А потому что он сам был арестант, уголовный заключенный. Палачей-вешателей вербовали из уголовников. Деньги платили или улучшали условия содержания. Вот фотография. Палач с Нерчинской каторги, тоже из уголовных каторжан. Какой лютый взгляд, готов на все. Но соглашались не все. Когда нужно было повесить лейтенанта Шмидта, поднявшего мятеж на Черноморском флоте, ни один уголовник не согласился на себя это брать. Слишком Шмидт популярен. И тогда лейтенанта расстреляли. Вот так. Но вернемся на Семеновский плац. Палач Фролов, сняв поддевку и оставшись в красной рубашке, начал с Кибальчича. Надев на него саван и наложив вокруг шеи петлю, он притянул ее крепкой веревкой, завязав конец. Потом он приступил к Михайлову, Перовской и Желябову. Жесть. Смерть постигла Кибальчича мгновенно. По крайней мере, его тело, сделав несколько слабых кружков в воздухе, вскоре повисло, без всяких движений и конвульсий. Вторым был взведен на эшафот Михайлов. Он пытался что-то вскричать, но музыка и барабанный бой заглушали его слова. Музыка такая, да? Третьим была повешена Перовская. Она очень долго и сильно билась. Трупы казненных висели не более 20 минут. Жандармы и казаки обвивали местность, где стоял эшафот, не допуская к нему подходить черни. Привилегированные зрители толпились около эшафота, желая удовлетворить суеверию, добыть кусок веревки, на которой были повешены преступники. На счастье. Так газеты описывали последнюю публичную казнь в России. Никто не знал, что публичные казни вернутся через 70 лет при советской власти. В первый год после Великой Отечественной войны были несколько массовых казней пособников фашистов. Одна в том же Питере, как специально возле кинотеатра. О, нифига себе. Кто решил именно так показать неотвратимость наказания для предателей, да еще путем повешения, а не расстрела, неизвестно. Есть мнение, что о публичных казнях распорядился сам Сталин. Во всяком случае, желающих увидеть это зрелище среди советских граждан недостатка не было. Выпуск сегодня такой. В нашей истории ужасный. Несколько раз заменяли смертную казнь, а потом восстанавливали. Вот, 18 июня 1744 год, о заменении смертной казни поркой кнутом. Елизавета, дочь Петра, отменила смертную казнь и прослыла доброй. А то, что под кнутом человек умирал, казнью как бы и не считалось. Никого не волнует. Екатерина II по молодости
смертную казнь восстановила, а потом к старости отменила тоже. Требовала репутация просвещенного монарха. А потом настал 17-й год. Революция. Первое демократическое временное правительство России тоже отменяет смертную казнь одним из первых своих декретов. Смертную казнь отменить, заменять каторгу срочную или бессрочную. А потом пришли большевики. И наладили Они опять. тоже против смертной казни. На словах. Кто знал, что они зальют страну кровью гражданской войны? А после войны наступил НЭП. Капитализм при власти коммунистов. Прилавки наполнились. Перед большевиками стала задача, как держать в страхе буржуев-непманов, крестьян и интеллигентов, не любивших большевизм. Так. Ни один суд не посадил бы за занятие бизнесом или за то, что человек при царе был чиновником или офицером. И тогда в 1924 году большевики придумали тройки или особые совещания. Тройки были над законом. Сажали в порядке революционной целесообразности, а потом и расстреливали. За тройки. И вот первые плоды. Слон. Знаменитый лагерь особого назначения на Соловках. Зародыш ГУЛАГа. Перевоспитывающиеся контрреволюционеры, кулаки и непманы на общих работах. Это агитационный фильм про Соловки. Образец клюквы. Почти идиллия. Хорошо живется бывшим контрикам в лагере на Соловках. Вечерний чай, газеты, перевоспитывайся да и только. Бабы. Фигня. Он голый купается. Правда? Вскользь упоминается Секирная гора. Место на острове для нежелающих перевоспитываться, нехороших заключенных. Вон они какие ужасные. Туда им и дорога. Только через много лет откроется, что в бывшем монашеском ските на Секирной горе без суда по решению той самой тройки расстреливали людей десятками. И не только уголовников. Джерри. И вот было получено разрешение расстрелять 300 человек. В это время мои родители были у меня на свидании. Ой, туда-сюда. Они наняли комнату у одного из охранников, и мы там втроем жили в этой комнате некоторое время, несколько дней. Вдруг ко мне приходит из роты. Старый арестант. Это был как раз день расстрелов, и говорят, за тобой приходили. Вызвали в коридор из комнаты, чтобы не при родителях, говорят. За тобой приходили. Что-то надо делать. Я вернулся к родителям и сказал, что я ухожу на ночную работу, меня вызывают. Так что вы меня не ждите, утром я приду. Куда деваться? Я пошел в Кремль, но не вернулся в роту. И я спрятался между делянками дров и сидел. В это время раздавались выстрелы там, на кладбище. И я просидел всю ночь, ожидая, расстреляют меня или нет, найдут меня или нет между этими дровами. Охренеть. Будущему знаменитому академику Дмитрию Лихачеву повезло уцелеть на Соловках в 20-е годы. Да уж. Через несколько лет после этого тройки уже начнут раздавать по всей стране тысячи смертных приговоров и поставят своеобразный печальный мировой рекорд. Что за тройки-то, я так и не понял. Это фотография моего деда, Сергея Набутова. Я никогда его не видел, он погиб в 1937 году, и бабушка все фотографии уничтожила, боялась, враг народа. А это фото тюремное нашлось несколько лет назад в архивах ФСБ. Деда арестовали в Оренбурге, и там же допрашивали. По протоколам допроса все понятно. Били, видимо, человека, и он подписывал все, что требовали. В результате вот такая бумажка появилась. Расстрелять. Выписка из протокола тройки, то есть особого совещания, ОСО. Набутов являлся членом фашистской организации, готовился к совершению диверсионных актов, постановили Набутова расстрелять. Ни прокуратуры, ни адвокатуры, ни прошения о помиловании. Расстрелять и все. И на следующий же день еще одна маленькая бумажечка. Выписка из акта. Постановление от 25 октября о расстреле Набутова приведено в исполнение 26 октября 1937 года. Вот так. Вообще не базарили раньше. Как раньше, в те времена, раньше. Так, да. Вот умер в пути исследования в Карлаг НКВД. Да. И вот здесь это самый акт о смерти заключенного в пути исследования. Да. И вот сдают его, умерший труп. Несколько лет назад в знаменитой Бутырской тюрьме мы смотрели старые-старые личные дела.
Смотрели вместе со звездой Бутырки Ниной Сергеевной, проработавшей здесь всю жизнь с девичества. Некоторые дела впервые открывали через 50 и даже 60 лет. Нина Сергеевна, правда ли, что здесь и смертные приговоры приводили в исполнение? А почему не правда? Правда, да? Правда, конечно. И вы, когда пришли, еще застали это время? Конечно. Что, сынок, так но от нас это все скрывали. И вы не знали? Я не знала. А что, расстреливали по ночам? Ну, конечно, не днем. Когда рабочий люд весь уже уйдет, все свободное, все закрывается. Тогда только это производили дело. Специально, наверное, комиссия приезжала. Я не знаю всю процедуру этого, я не знаю. А правда ли, что вот здесь, вот в этой самой, в подвале Пугачевской башни расстреливали людей? Я уж не знаю, там в подвале наверху, где расстреливали. Я не участвую в этом. Я понимаю, я знаю, там вот, где ходим в этот самый. Вот был Пустынский, я при нем пришла на работу. Нина Сергеевна говорила как бы про прошлое. А на самом деле, вплоть до последнего момента, Бутырка оставалась одним из мест, где приводили в исполнение смертные приговоры. Их было 8 таких мест в стране. Бутырка, Владимирский Централ, Красноярск, Сызрань. До перестройки в Союзе исполняли в среднем 800 приговоров в год. Последний был приведен в исполнение в 1996 году. Сейчас в России 700 человек живут с приговором пожизненное заключение. Что-то маловато, блядь. Так посмотришь по фильмам, их больше. Есть, конечно, у них перспектива после 25 лет выйти на углу. Ну, это маловероятно. Мало еще кто доживет, во-первых. Так. И отпускают уже. А из тех, кто сидит? После 25 лет они уже тоже психика у них. Ну, хотя сейчас вот телевизор, они все так более-менее, у них мышление это работает, смотрят, что в мире делаться. Некоторые говорят, нам на свободу неохота выходить, ничего там делать. Ну да, что? Если, допустим, я лет до 70 досижу, честно говоря, я буду сам, наверное, администрацию просить, чтобы меня туда ставили. А куда я поеду? На ту пенсию, которую мне дадут, я там, во-первых, не проживу. А во-вторых, к кому я поеду? Я настоял на разводе, когда именно пожизненно. Интересно, а зачем? Что это, мучиться? Ну, сейчас она там родила пацана. Вышла замуж за другого? Ну, вы рады за нее? Можно сказать, успокоился, понимаете? Была такая ситуация, что, допустим, отомстить могли ей, либо еще что-то. Даже так? Да. Если бы не было развода, да? Или вообще? Нет, вообще. Да. Ну, в принципе, у меня преступление на ней завязано. Я же начал рассказывать. Два барбоса хотели навязать свое меня, а для этого там они через жену. Ну, хотели, коротко говоря, хотели изнасиловать. Я потом узнал, приехал и убил обоих. Все дела. Мы еще встретимся с Валерием Балиным и другими в следующей серии нашего Станислава Андреевича. Так, блин, такой, конечно, выпуск, блин, тяжелый, долгий. Много воды. Уже начинает, на самом деле, это напрягать немного, блядь. Потому что, ну, что-то пиздец, блядь. Нахуй это надо. Выпуск, во-первых, тяжелый, во-вторых, растянули его, может, было более, блядь, маленький, емкий его сделать. Но все равно реакция от вас будет хорошим вознаграждением хотя бы для меня, который вам это все показал, прокомментировал, озвучил. Еще раз лайк, подписка, мнение в комментариях. Все вот здесь вот написано, смотрите. Ребят, берегите себя, не занимайтесь никакой фигней. Вот, с вами был Миша Плюшка, давайте увидимся.